Потрясающая скорость, невероятная бдительность и удивительно высокие прыжки. Такой арсенал позволяет этим копытным уходить от самых опасных соседей, но находчивые хищники прибегают к все более эффективным тактикам, и лишь бесконечная воля к жизни дает шанс избежать печальной участи. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – импала. Импала – типичная африканская антилопа средних размеров. При длине тела до 1,5 метров эти животные весят около 60 килограмм. Голова самцов венчается длинными изогнутыми рогами, но проще всего отличить импалу можно по черным полосам, проходящим по обеим сторонам задних ног. Эти копытные ведут дневной образ жизни, путешествуя в поисках сочной растительности. И, разумеется, размеры делают их привлекательными для многих местных хищников. Но подобраться к пасущимся животным – тяжелая задача даже для искусных мастеров засады. Дело в том, что копытные путешествуют стадами, где каждая особь находится в состоянии повышенной готовности. Сотни глаз постоянно следят за обстановкой, и даже намек на опасность мгновенно обращает всех в бегство. Максимальная скорость животных превышает 80 км в час. К тому же антилопы могут прыгать до 10 метров в длину и до 3 в высоту, что делает их вдвойне сложной мишенью. Во время побега копытные словно дразнят хищников. Подобными трюками импала показывает, что она в отличной форме, и нападающим лучше поискать кого-то менее проворного. Открытая местность – опасная зона для многих млекопитающих, но эти животные чувствуют себя превосходно. Конечно, их видно издалека, но и у охотника мало шансов остаться незамеченным. И даже у опытной львицы вряд ли получится угнаться за столь проворными созданиями. Леопард в этой ситуации смотрится куда выигрышнее, ведь он обладает превосходной маскировкой и безграничным терпением. Хищнику приходится применять все свои трюки. Используя особенности местности, он шаг за шагом приближается к ничего не подозревающей цели, проявляя выдержку даже когда до нее остаются считанные метры. Однако и минимальное расстояние не дает никаких гарантий. Реакция импалы настолько совершенна, что за доли секунды ее уже нет на прежнем месте. Но с очередной попыткой хищник все же застает добычу врасплох. Однако даже успешная атака не является залогом хорошего обеда, ведь в дело вступает пятнистая гиена, которая никогда не упустит легкой наживы. Пользуясь случаем, наглая гостья пытается отнять антилопу, тем самым спасая ей жизнь. Не менее опасным противником становится гепард, ведь помимо маскировки он один из немногих, кто может потягаться с антилопой в скоростном забеге. Здесь счет идет на доли секунды, и в экстренной ситуации импала готова к самым отчаянным мерам. В этом случае обреченная копытная прыгает прямо в открытое окно автомобиля, что безусловно спасает ей жизнь. Гепардам остается лишь уйти ни с чем, а антилопа покидает машину через открытую шокированным водителем дверь. Погоню заметно усложняет моментальная смена направления. Затягивая побег, антилопа вынуждает гепарда расходовать драгоценные силы, а поскольку он не подготовлен к длительному преследованию, победа остается за потенциальной добычей. Эффективности охотникам добавляет работа в команде, что лишает жертву возможности маневрировать. И даже отчаянный трюк, совместивший невероятно высокий и длинный прыжок, не помогает импале уйти от преследователей. Вода – драгоценный источник для всего живого, но в спасительном водоеме может скрываться один из самых опасных охотников.
Опытные импалы знают об опасности и иногда даже следуют за крокодилами, чтобы держать их в поле зрения. Обычно пышной растительности и утренней росы хватает, чтобы пополнить водный баланс. Однако в сухой сезон копытные вынуждены рисковать жизнью, чтобы утолить жажду. Ведь у берегов водоемов выстраивается целая очередь смертоносных рептилий, которые только и ждут подходящего момента. Антилопам приходится рисковать, вставая прямо у гигантской пасти, и в этой ситуации прыжки в высоту становятся как нельзя кстати. Когда импала замечает затаившегося крокодила, она громко фыркает, предупреждая себе подобных. Теперь животные предельно бдительны и готовы сорваться с места при малейшей опасности. Буквально каждая мышца напряжена, как натянутая пружина. Взрослые животные готовы к атаке крокодила, но для детенышей глоток воды может стать последним в жизни, хотя развитые рефлексы и высокая скорость все же помогают избежать роковой ошибки. Во время брачного периода доминантный самец ревностно охраняет стадо самок. При появлении конкурентов соперники пытаются впечатлить друг друга и лишь в крайнем случае пускают в дело рога. Это серьезное оружие, но драки не длятся долго, поэтому до травм дело почти никогда не доходит. Жизнь детеныша импалы начинается в стороне от стада. С самого рождения он показывает чудеса акробатики, что становится разминкой перед опасным путешествием во взрослую жизнь. Мать заботится о малыше, но уже через пару дней она возвращается к остальным, и теленок вынужден следовать за ней. Здесь, в своеобразном детском саду, и проходят первые месяцы жизни. В подвижных забавах детеныши уже вовсю совершенствуют знаменитые трюки, но отсутствие опыта, скромные размеры и пока еще невысокая скорость делают их легкой добычей для многочисленных хищников, поэтому до взрослой жизни доживают далеко не все. По мере взросления самки могут оставаться в родном стаде до самой старости. Самцы же вынуждены покинуть дом и найти компанию в холостяцком обществе. Со временем в стаде самцов появляются лидеры, после чего самый сильный из них уходит, чтобы бросить вызов владельцу гарема. Невзирая на обилие хищников и внимание со стороны охотников, популяция импалы стабильна и насчитывает около 2 миллионов особей. Невероятная скорость, маневренность и постоянная бдительность помогают этим созданиям выжить даже в суровых условиях пустыни. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!